Вы когда-нибудь худели? По статистике, буквально каждый человек хотя бы один раз в жизни пытался постройнеть, сбросить какие-то лишние килограммы. Дорогие мои, сегодня мы с вами поговорим о 4 типах людей, которые хотят похудеть, и также о фазах похудения. Оставайтесь со мной, меня зовут Виктория Андерсон, я датский нутрициолог, диетолог и автор книги «Гармония счастья через осознанное питание». Сегодня мы разберем 4 типа людей. Первый тип людей, это, знаете, такие веселые пухляши, немножечко такие кругленькие, толстенькие, но они всегда веселые, в прекрасном настроении. Они, как правило, очень и очень легко и красиво танцуют, и всем довольны. Позитивчики такие. Они вроде бы как бы и хотели похудеть, но вместе с тем, хорошего человека должно быть много, и все на этом останавливается. Они не худеют до тех пор, пока какой-нибудь врач не поставит им плохой диагноз. Вот тогда они уже как бы собираются и стараются что-то изменить в своем образе жизни. Второй тип людей – это те, которые очень хотят похудеть, но ничего для этого не делают. Зато они постоянно сидят в Ютубе, в каких-то социальных сетях, смотрят видео в ТикТоке, читают диеты, слушают, как другие разговаривают и показывают своим примером, рассказывают о том, как они похудели. Но, естественно, результатов у таких людей тоже никогда не будет, потому что недостаточно всего лишь смотреть какие-то видео и изучать литературу. Нужно действовать. Третий тип людей, которые берутся за себя. Так, с 1 января я начинаю худеть, или там с понедельника, или же после праздников, или наоборот до праздников, до какого-то своего дня рождения или юбилея. Все, я худею, я должна себя взять в руки, и этот человек берет себя в руки, записывается в спортзал, начинает очень изнурять себя вот этими физическими нагрузками, урезает себе порции, начинает считать калории, взвешивать еду, просто доходит дело до фанатизма. Такой человек тоже похудеет, но, к сожалению, похудеет на какое-то время, потому что невозможно жить вот в таком вот, понимаете, режиме, в сплошных каких-то запретах, в постоянном ограничении. Этого быть не может. В какой-то момент такой человек обязательно сорвется и скажет: да ну его, я так не могу больше. Лучше жить на полную катушку, получать удовольствие от жизни, чем вот так вот себя во всем ограничивать. Естественно, такой человек тоже похудеет только на время, повторюсь. И 4-я категория людей, которые работают со своим подсознанием, начинают анализировать ситуацию, из-за чего эти килограммы лишние образовались, откуда они взялись, что человек прячет под этим лишним весом, чего он боится, почему он переедает. Вот когда эта категория людей начинает разбираться вместе с психологом или же с диетологом, с нутрициологом, и все раскладывается по полочкам у человека в голове, лишь эта категория людей сможет похудеть, постройнеть, оздоровиться навсегда. То есть нужно обязательно прорабатывать свою психику и находить ответы на вопросы, которые у человека где-то прячутся. Ну а теперь затронем тему фаз похудения. Когда человек приходит с таким решением в группу, например, или ко мне на индивидуальное похудение, естественно, у всех есть одна цель – сбросить энное количество килограмм. Но это еще не цель. Самое главное – это то, что мы делаем для себя и для своего здоровья, а не просто-напросто какой-то купить красивое платьечко или купальник, влезть к лету. Это не цель. Так вот, эти люди первые 1,5-2 месяца, абсолютно все, дорогие мои, так устроена наша физиология. Это никакая не магия. 1,5-2 месяца, если вы питаетесь по какой-то системе, правильно питаетесь, то у вас будут уходить от 4 до 6 килограмм в месяц.
Это очень и очень легко сделать. Как я всегда говорю, каждый день минус 200 грамм у меня на системе у людей есть. Но, дорогие мои, это еще не похудение. За эти 1,5-2 месяца ваш организм отдает жидкость, то есть лишняя вода уходит, отеки уходят, воспалительные процессы уходят. И вы смотрите, что ура, у меня минус 6 килограмм, я в объеме также уменьшился, и жизнь прекрасна и удивительна. Но, дорогие мои, давайте приступим ко второй фазе. На этой первой фазе никогда нельзя останавливаться. Вторая фаза у нас длится от 3 до 6 месяцев. Мы начинаем вроде бы как худеть, но процесс замедляется, потому что мы начинаем отдавать тот свежий жирок, который мы с вами поднакопили за последнее время. Ну, может быть, за год, там, 1,5. То есть вот эти жировые накопления, они начнут отдаваться нашим организмом медленно, но, тем не менее, будет вес уходить, и сантиметры также, и вы будете себе все больше и больше нравиться в зеркале, вы будете получать море комплиментов, у вас будет энергия, и все будет хорошо. Но это еще не все, это еще не похудение. Третья фаза очень и очень серьезная, и именно на этой фазе, к сожалению, 80% людей, которые мечтают о похудении, срываются. И почему это происходит? Эта третья фаза, она вступает где-то через 8 месяцев после того, как мы начали процесс оздоровления и похудения. И на этой самой фазе, вот после приблизительно 8-9 месяцев, и эта стадия может длиться 3-4 месяца. Вы представляете, какую нужно иметь как бы стойкость и веру в себя, чтобы не сорваться и не махнуть на это все рукой. Значит, эта фаза длится 3-4 месяца. И ваш организм будет сопротивляться. Что случилось? Тут будут подключаться различные процессы нашего организма, гомеостаз. А что происходит? А может быть, все же нужно как-то приостановиться и не отдавать. И ваш вес будет такой. Он будет или же стоять, то есть это будет плата, так называемый эффект плата, да, или же еще хуже, может быть, плюс килограмм, потом через какое-то время минус килограмм, плюс, минус, вот эта вот нестабильность, она очень-очень опасна, и именно в этой фазе мы теряем мотивацию. И помимо этого всего, наше окружение, вы же уже постройнели на сколько-то там килограмм, и вот наше ближайшее окружение начинает вам говорить: да ну прекрати, да ты уже великолепно выглядишь, да посмотри, какая ты стройняшка, да ты вообще никогда толстой не была, боже мой, да хватит все. И вот у нас в голове происходят эти процессы, мы начинаем анализировать: ну, а может я и правда и так хороша, а может быть мне больше не нужно, а может быть действительно нужно бы приостановиться. И вот если человек бросает все это, то, к сожалению, через какое-то время обязательно все эти килограммы, над которыми вы так долго работали, вы так боролись за свою жизнь, оздоровление, за то, чтобы вы поменяли качество своей жизни и стиль жизни в общем, да, все, если человек отсюда уходит, то все килограммы, к сожалению, возвращаются. И это не является результатом, поймите, очень важно дойти до вот этой 4-й, последней фазы похудения, которая и наступает где-то через год и 4 месяца, у всех по-разному. Вы представляете, да, от первого дня вы пришли ко мне, и проходит аж 1-1,5 года. И вот именно на этой 4-й фазе и начинает уходить наши жировые накопления, которые мы собирали долгие годы, может быть, десятилетия, понимаете? Мы же не можем так: ой, я проснулась, у меня плюс 10 килограмм за ночь. Такого не бывает. То есть вы накапливаете незаметно плюс 3 килограмма за год, может быть,
там 5 у кого-то, а может кто-то думает, ой, это у меня гормональный какой-то сбой, или же я там после родов, или же я уже вхожу в предклиматический период, это нормально. Ну вот, поймите, жирок, да, он можно сравнить его с тем, как вот посмотрите на высокую гору, и вот на пике этой горы прекрасное такое снежное покрытие. Естественно, солнышко посветило, пригрело, и снежочек на верхушке этой горы начинает подтаивать. Он делается такой мягенький. Так вот это наша вторая фаза была похудения. А сейчас на 4-й мы подбираемся к вот этим вот запасам, которые, как и если мы посмотрим на гору, ту же самую пример, тоже собирались вот эти вот ледовые такие скопления, то есть они не могут растаять, этот снег, который старый, который уже такой утрамбованный, который лежит многолетия, да, он не может растаять от того, что солнышко на него посветило. То же самое и с нашим организмом. Здесь нужно перетерпеть, переработать это все, и будет вам и счастье, и энергия, и, естественно, здоровье. Поэтому не опускайте руки, мои дорогие. Обязательно идите к цели, к своей. И идите медленно. На этом этапе не нужно уменьшать порции. И ой, что-то у меня не так, наверное, я переедаю. Для того, чтобы худеть, нужно есть. Я везде всем говорю об этом и кричу о том, что нужно есть. Посмотрите, сколько у меня видео. Подкрепляйте свой процесс похудения какой-то мотивацией со стороны. В какие-то группы входите, в какие-то чаты, общайтесь с девочками, смотрите мои YouTube-каналы, мои рецепты великолепные, вкусные. Потому что, чтобы худеть, нужно вкусно есть, им достаточно есть. Не жить в каком-то дефиците и ненавидеть каждый свой день из-за того, что мне будет скучно, невкусно и настроения у вас не будет. Все должно быть медленно и правильно, и не спешить. И не нужно спешить, дайте время. Ну а потом уже после этой 4-й фазы, естественно, наступает у нас стабилизация, которая может длиться, опять же, годами и десятилетиями. То есть человек привыкает за это время, за этот год-полтора к своему новому образу жизни, к новым каким-то, может быть, продуктам. У вас приобретаются новые пищевые правильные привычки. И вы уже считаете, что это для вас норма вашей жизни, и вы совершенно спокойно в этом живете. И окружение вас тоже примет, поверьте, и вы будете рады, здоровы, счастливы, вы будете себе нравиться также и в зеркале, и любая одежда вам подойдет и вас будет украшать. И, конечно же, вы будете своим сиянием, прекрасными глазами, которые сверкают, шикарными волосами, которые также улучшатся вас, длинными, красивыми, крепкими ногтями. Ну, будете просто-напросто украшать этот мир. Так что, мои дорогие, не останавливайтесь, будьте всегда замотивированы. И, конечно же, я вам всем искренне желаю здоровья, счастья, добра и мира. И до новых встреч. С вами была любящая вас Виктория.